Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 21 апреля. Поехали! В мексиканском штате Гуанахуато в течение последних суток наблюдались сильные порывы ветра, которые стали причиной повреждения инфраструктуры. По информации СМИ, максимальные порывы ветра составили 28 метров в секунду. Ирапуато – это один из наиболее пострадавших городов штата от буйства стихии. Ветер срывал крыши с домов, повалил деревья, а некоторые вырвал с корнем. Такие погодные условия будут наблюдаться в течение и сегодняшнего дня. Власти призывают население быть внимательными на улице, по возможности не находиться возле шатких конструкций и рекламных щитов. Не парковать личный автотранспорт возле деревьев. Жертв и пострадавших не отмечено. Власти проводят работы по восстановлению инфраструктуры и оказывают помощь населению. Синоптики прогнозируют на 22 апреля еще и выпадение сильных осадков. А вот мексиканский штат Веракрус пострадал от мощного торнадо, который обрушился на поселок Лос-Пескадос в округе Пиротто. Этот торнадо удивил местных жителей, поскольку это погодное явление очень редкое в этих краях. А тут еще и такой гигант пронесся по улицам города, круша все вокруг. Последний раз такой торнадо в этом регионе был отмечен 20 лет назад. Предварительно известно, что этот торнадо разрушил 25 домов, а повредил и того более. Часть домов лишилась своих крыш, некоторые были практически полностью разрушены. Многие местные жители успели зафиксировать этот смерч и поделиться в социальных сетях. Как сообщили очевидцы, наблюдать этот гигант можно было в течение около 5 минут. Именно столько он бушевал над городом. 15 человек уже обратились в местные больницы с травмами различной степени тяжести. Погибших не отмечено. Нанесен огромный материальный ущерб. На Аргентину обрушился градовый шторм с сильными ливневыми осадками. Наиболее крупные градины были отмечены в городе Рио-Сегундо в провинции Кордова. Максимальный размер льдин, который удалось собрать и измерить, составил 5 сантиметров в диаметре. В наше время это считается уже град средних размеров, а тем более для Аргентины. Национальная метеослужба вчера вечером выпустила предупреждение о сильных штормах с дождями и выпадением крупного града. Этот прогноз оправдался. Град наблюдался практически во всей провинции. Где-то он был размерами до 2 сантиметров в диаметре, а где-то довольно крупный. Стихия буйствовала около 30 минут. Как информируют СМИ, больше всего последствий от буйства стихии ощутил на себе сектор сельского хозяйства, где был отмечен огромный урон, нанесенный посевам. В некоторых районах были отмечены и локальные наводнения. Высота паводка достигала 50 сантиметров. Настоящая стихия разбушевалась в одной из провинций Пакистана. Шквальный ветер, а затем и песчаная буря накрыли провинцию Синд. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, при этом местами видимость упала до 100 метров. Ветер такой силы срывал крыши с домов, а также повалил несколько деревьев. Почти 4 часа эта непогода наблюдалась во многих районах провинции. Местами поступали сообщения и о сильной пылевой буре. Местные власти призвали население быть особо внимательными на улице. Такой ветер и последствия от него могут быть очень опасными. По данным пакистанских СМИ, по меньшей мере 4 человека получили травмы. Часть районов остались без электроснабжения. Ветер повалил опоры линий электропередачи. Власти уже приступили к восстановлению инфраструктуры. В Испании выпал самый сильный апрельский снегопад за последние 20 лет. Испанское метеоагентство сообщило, что в страну вернулась зимняя погода. Местами выпало до 30 мм осадков. Температура воздуха составляет от -2 до +6 градусов. По данным Дорожного агентства страны, от снега пострадало до 35 километров дорог, в основном в северной и центральной Испании. Обильные осадки выпали в городе Сеговия, который находится в 90 километрах к северо-западу от Мадрида. Этот снегопад застал коммунальные службы врасплох. Многие дороги были временно перекрыты для движения транспорта. Возвращение зимы календарной весной удивило многих местных жителей. Синоптики ранее предупреждали, по стране ударит зимний шторм. В основном накрыло высокогорные районы Южной Испании в районе горного массива Сьерра-Невада.
Синоптики пока не дают утешительных прогнозов. Они выпустили желтое предупреждение погодной опасности. Ожидается сильный ветер с порывами, достигающими 25 метров в секунду, а также новые выпадения снега. Большая часть Ирака подверглась воздействию мощной пылевой бури. А это уже третья буря в Ираке с начала этого месяца. Она привела к закрытию 2 аэропортов в Багдаде и Эн-Наджафе. Пыльная буря вызвала десятки случаев удушья. Многие люди были доставлены в больницы из-за проблем с дыханием. По данным метеодепартамента этой полупустынной страны, облако желтой пыли покрыло большую часть Ирака, включая и столицу Багдад. Как ожидается, такие погодные условия продолжатся как минимум до пятницы. Из-за плохой погоды видимости не менее 200 метров возникли и проблемы в транспортном сообщении. На прошлой неделе Ирак подвергся 2 песчаным бурям, что привело к десяткам госпитализаций из-за проблем с дыханием. Ирак входит в 5 стран, наиболее уязвимых к изменению климата, особенно в результате усиления засухи с высокими температурами, которые превышают 50 градусов по Цельсию в течение нескольких летних дней. Лесные пожары в Аризоне набирают обороты. Чрезвычайная ситуация была объявлена сразу в нескольких округах. Этот пожар охватил 55 гектаров растительности и уничтожил 270 жилых домов, при этом вызвав эвакуацию нескольких тысяч жителей и домашнего скота. Этот район является частью полосы Аризоны, Нью-Мексико, Юты и Колорадо, которые столкнулись с сильнейшей засухой за последние 20 лет. К настоящему времени площадь, которая охвачена огнем, сравнима с территорией Манхэттена. По словам представителей администрации, пожар продолжает двигаться по направлению главной дороги на северо-восток. Несмотря на то, что пламя бушует с понедельника, огонь до сих пор не удалось локализовать. Сильный ветер и засуха мешают усилиям пожарных по борьбе с огнем, который уже вынудил более 2000 жителей покинуть свои дома. За последние 3 года в Аризоне складываются довольно сложные экстремальные пожарные сезоны, которые уничтожают тысячи гектар растительности и животных. 3 села в Приморье оказались отрезанными из-за разрушения моста в Красноармейском районе Приморского края. Как уточнили специалисты, инцидент произошел в результате интенсивного снеготаяния. Мост отрезал такие села, как Метеоритное, Измайлиха и Лимонники. Это уже не первый случай таких обрушений. За последние 3 дня еще 2 моста постигла такая же участь. Прям какой-то мостопад в апреле месяце. Во вторник оказался поврежден недавно отремонтированный мост на дороге Владивосток-Находка-Порт Восточный, а в среду рухнул мост в городе Спасске-Дальнем. Власти предупреждают водителей быть внимательными на дорогах, а также при переезде мостов. Сильные дожди продолжают обрушиваться в Венесуэле, вызывая масштабные наводнения и исход массивных оползней. Власти сообщают, что в результате таких осадков уже пострадало 3 штата – Мерида, Сукре и Тачира. А общее число пострадавших перевалило за цифру в 2000 человек. Срочной эвакуации потребовалось 1000 местных жителей. Только за последние сутки в регионе произошло 20 оползней. В городе Пальмарита из-за разлива реки Сан-Педро более 200 домов были затоплены, а подача питьевой воды и электричества были прерваны. Во многих муниципалитетах действует режим чрезвычайного положения. За последний месяц из-за наводнений и оползней в стране погибло 25 человек, пропало без вести более 10. Синоптики опять не радуют и не дают утешительных прогнозов. Как минимум до понедельника ожидаются ливневые осадки. Ситуация в регионе может значительно ухудшиться. Сильное землетрясение произошло у западного побережья Никарагуа. Магнитуда подземных толчков составила 6,7. Угроза цунами не объявлялась. Инцидент случился в 1 ночи и 42 минуты по местному времени. Очаг залегал на глубине 20 километров. Подземные толчки ощущались и в соседнем Сальвадоре. Эпицентр сейсмособытия находился примерно в 50 километрах от береговой линии. Информации о пострадавших пока не поступало. В некоторых источниках фиксировался толчок с магнитудой 6,9, а также 6,8. Местные жители сообщили, что почувствовали довольно сильный толчок, многие выбегали на улицы. Пока известно, что в некоторых домах образовались трещины и незначительные повреждения.
За последние сутки на Земле произошло 132 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 6,7. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 12 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Красивейшие пейзажи пустыни Аши-Слепа. Вся долина Аши-Слепа простирается на 26 квадратных километрах, но самая знаменитая ее часть Схуду, которая находится у самого края. Худу – это высокие остроконечные образования из мягких геологических пород, которые за долгие годы истончили вода и ветер. При этом на вершине этих пород находится другая, более прочная порода, которую эрозия коснулась меньше и которая в итоге создает видимость шапочки гриба у скалы. Находится этот заколдованный каменный лес на северо-западе штата Нью-Мексико. Туда можно добраться на автомобиле, что правда лучше это сделать в хорошую погоду. Именно эти известняковые отложения, которые так прилипают к обуви, являются причиной уникальности этого места. Мелкие находки вроде окаменелостей моллюсков даже разрешается взять себе на сувенир домой, а вот любые кости крупных животных категорически не разрешается трогать. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.